Дорогие друзья, я понимаю, что представлять не нужно, но перед нами Вячеслав, Славик, Крикливый. Как, скажите, пожалуйста, вас лучше называть? Слава. Слава. Меня зовут Эдуард, очень приятно. Очень приятно. У нас канал BAB Project на YouTube. Мы Тогда я не буду рассказывать, тратить на это время. Я рад приветствовать вас в городе Санкт-Петербург. Расскажите буквально в двух словах о нашем городе. Нравится или не очень? Я всегда обожаю прилетать в Санкт-Петербург на турниры или на сборы. Мне очень нравится этот город. Вообще атмосфера, артистичность этого города, своего рода спокойствие. Да, и всегда великолепное время здесь. Не холодно? Ну, в этот раз как бы минус 20 я не ожидал, потому что вчера я просто проверял, сколько градусов, вроде бы должно было быть минус 13. Сегодня в самолете ошарашили немножко, когда сказали минус 20, но, слава богу, мы не на улице танцуем, поэтому аллилуйя. Слава богу, но тем более тут такая жара, я вижу. Буквально в двух словах, как родилась вообще идея создать такой проект? Да, просто проект. Как бы мини-сборы такие своего рода. Ну, изначально просто ребята попросили раз приехать, второй раз приехать, просто поработать. И, естественно, хочется ребятам помочь. Если у них есть заинтересованность в твоей информации, в твоей помощи, то, конечно, с удовольствием. И с Пашей мы потом разговорились, и так как мы дружим уже давно, и у нас педагоги одни и те же, и хоть мы поколение разное, но на почве дружбы, на почве общения и общения вообще о танце, о наших качествах и разных нюансах, которые подводящие ко всему, много очень обоюдных интересов, и просто зародилась такая идея, почему бы нам не сделать что-то вместе, тем более ребята заинтересованы. Я танцор в прошлом, Павел нынешний действующий танцор. И решили попробовать, потому что мы верим в одни качества, мы верим в определенные моменты, которые мы считаем, возможно, в нашем современном танцевании немножко упускаются, и хотелось бы это не забывать, чтобы это не перерастало в какой-то другой стиль, а не латиноамериканский танец. И просто вот дружба и вот обоюдное совместное единое такое мышление зародило такое желание. Плюс, в первую очередь, конечно же, желание ребят. Потому что, безусловно, если нет спроса, то к чему это все? И есть планы на будущее также повторно приезжать? Вы знаете, в наше время очень сложно говорить о планах о будущем, потому что в нынешней ситуации мы все поставлены в определенную ситуацию, никто к этому не готов. И даже от того, что мы уже эти 9-10 месяцев прожили в этой ситуации, мы не знаем, что будет в ближайшем будущем, в течение следующего года. Безусловно, мы все надеемся на улучшение ситуации, но, как показала уже история 10 месяцев, когда закрывали на карантин, думали, месяц, 2 недельки посидим, потом еще 2 недельки, и все это вылилось все, что происходит. Поэтому, безусловно, есть желание продолжать и развиваться самим как педагоги, и развивать ребят, помогать ребятам. Поэтому желание есть и у ребят, и у нас, а какие будут возможности, что нам будущее нам принесет, будем уже отталкиваться от того, что будет. Я хочу вернуться к вашим словам о том, что вы танцор в прошлом. Вот никогда в жизни бы не повернулся бы язык, так я сказать. имею в виду к тому, что я уже не конкурсный танцор, моя конкурсная карьера закончена 10 лет назад. 10 лет назад, когда я танцевал последний турнир, сколько получилось, у нас 4 года мы с Кариной танцевали шоу, это была у нас такой, как бы вторая жизнь танцевальная, нам повезло, что так произошло, и что были желающие нас приглашать, и нам дала возможность нам еще продолжить танцевать, и это дает определенное развитие также для нас самих. И я обожаю танцевать. Понятно, что становится все сложнее и сложнее из-за времени, из-за травм, из-за того, из-за всего приоритетов в жизни. Но если у нас такая будет возможность еще потанцевать с Кариной, то супер. Но опять же, вся вот эта ситуация, неизвестно, как долго это все затянется, насколько мы будем закрыты, невыездны и так далее. Посмотрим.
сложно сказать. А не было ли мыслей, что рановато закончил? И Были. именно конкурсные Но выступления? Было, безусловно. Но так произошло, что это произошло внезапно, не совсем по моей воле. И потом даже я пытался пару раз вернуться, но видно было не мое, потому что как-то все не складывалось. То есть бьешься в двери, а они закрыты, не получалось, срывалось. Значит, не мое, значит, так должно было быть, значит, мое конкурсное время закончено было тогда. Что есть, то есть. Очень грустно, конечно, но что, да, действительно, что есть, то есть. И хочется задать такой вопрос. Слышали ли вы, что вас называют легендой в танцевальном спорте, в танцевальном мире? Я разные вещи слышал, и в хорошем смысле, и в плохом, по-разному. Легенда — это такое вот слово очень громкое, и завоевать такое звание, мне кажется, мне еще рановато. Да, там я понимаю, когда там называют там Барышникова, Нуриев, Донни Бёрнс, там. Но я немножко, не знаю, мне кажется, рановато. Я не буду спорить, и приятно, очень сильно хочется. Безусловно, приятно, спасибо огромное. Да, я слышал, но раз так говорят, спасибо. Спасибо, ребят. В этой связи хочется спросить, не было ли у вас каких-нибудь неадекватных фанатов, то есть неадекватного фанатизма? Какие-нибудь странные подарки от них? Странные, прям нет, такого не было. Какой-нибудь необычный подарок можете вспомнить? Честно, нет. Нет? Не вспомню. Честно, не вспомню, к сожалению. Фотографии дарили, письма дарили. Такие дорогие подарки дарили, но прям такое, чтобы что-то такое странное, очень такое необыкновенное. В Японии. Карина мне дарила, да, на день рождения, да, с парашюта прыгнуть. То есть я и так надоела во время практики, она хотела меня с парашюта прыгнуть, возможно, без парашюта. Я не знаю, я, конечно, долго ей говорил спасибо на всех. Прямо оттуда сверху, когда летел. Да, я когда летел, я прям орал, она, конечно, меня не слышала. Но она меня пропустила вперед, чтобы я вылетел первый. Она вцепилась в пилота и не отпускала его. Ее все-таки вытолкнули. Но так, что-то такого. Я так понимаю, что с Кариной вы до сих пор держите связь, тепло Конечно, общаетесь. безусловно. Мы близкие люди, родственные души, soulmates, 100%. Мы родственники друг друга. Да. Слава Богу, это очень приятно, что у нас именно вот эти отношения переросли в такие близкие отношения, независимо ни от чего. Безусловно, бывают ссоры, и все, как и у всех, это нормально. Но это не так, что карьера закончилась, ты потом с человеком вообще не слышишь, не видишь, и даже, может быть, даже могут и не здороваться. Слава Богу, у нас не такой вариант. Это тоже приятно. Всякое бывает, да. Скажите, недавно у нас больше в России, в Москве, пост девочка написала о том, что в бальных танцах есть неравноправие, то есть несправедливость, что девочек недооценивают партнерш, что в основном, если приглашают тренера, то партнера, если называют чемпионы, называют сначала партнера или только партнера. Как вы к этому относитесь и что вообще думаете по этому поводу? Я по этому поводу вообще ничего не думаю, если честно. Сейчас и так, в принципе, такое время, когда женщины отстаивают свои права и все время... Я считаю, безусловно, мы равноправное общество, мужчина, женщина. Мужчины и женщины бывают разные, зависит от характера. Взять у меня Карину, например, она никак не чувствует себя ущербной, она работает больше, чем я. Она очень энергична, она не может сидеть на одном месте, и даже от того, что она родила, буквально в конце марта она родила,
она, это мое любимое чудо в перьях, она родила в конце марта, а мы, по идее, должны были танцевать шоу в начале августа, и она собиралась, это реальное существо. Я был не уверен, если я войду в форму, но на 100% была готова уже, то есть она как только родила, она уже была готова тренироваться и входить в форму, то есть она не даст себя в обиду, поэтому зависит, конечно же, от человека. Есть мужчины, которые флегматичные, есть женщины, которые очень чрезмерно, такое, это все зависит от характера. Так сказать, что да, безусловно, в истории все было больше, что это мужчины. Женщины даже не имели права в театре играть, быть актрисами. То есть только мужчины имели право быть на сцене, женщины вообще не имели бы права. Там в Сенате или где-то тоже только мужчины, женщин не было. Но это, извините, мы совершенно другие эры мы уже, поэтому это, в принципе, естественно и понятно, почему в наше время женщины отстаивают свои права, черные отстаивают свои права, что они тоже равноправные члены этого общества. Почему нет? Безусловно. То есть не должно быть расизма, все равноправны, неважно какой цвет ты кожи, ты мужчина или женщина, по идее. А дальше уже зависит от человека, насколько он сам активен, насколько он сам желает, развивается и так далее. Сейчас все пытаются оставить права, хотя мне кажется, сейчас наоборот, все равны и никто не пытается никого принизить. Все пытаются что-то отстаивать, что-то у кого-то отбирать. Если посмотришь, во всех практически сферах деятельности происходят какие-то революции. Мини, больше и так далее. Поэтому такое время. Тогда предлагаю сделать немножко приятно нашим дамам замечательным и назвать топ-5 по вашей версии партнерш. Я извиняюсь, не буду. Да? Потому что назову 5, сразу же это кого-то может не унизить, но как бы принизить достоинство и так далее. Поэтому я предпочитаю не называть ни мужчин 5, ни женщин. Хорошо. Тогда, может быть, попробуем с этой стороны зайти. Кого, здесь тоже возможно, кого из ныне танцующих вы считаете, можно было бы приписать вот в эту книгу легенд? Ну, в принципе, знаете, для меня, для того, чтобы кто-то стал легендой, там, скажем так, понятно, что это нужно время и достойное свое развитие, и что они в это наше танцевальное общество привносят со временем. Да, просто сказать, что человек финалист и он уже легенда. Поэтому тяжело сказать, это все только через какое-то время. Все они великолепные танцоры. Просто кому-то нравится эта пара, или партнер конкретный, он или она, или эта пара и так далее. Тяжело сказать. Про нашу пару, например, меня и Карину, однозначно можно сказать, что у нас нет слабого звена, сильного звена. Мы обоюдно друг друга дополняем, балансируем и так далее. И понятно, что было в свое время, в турнирное время было нелегко, вот этот баланс, чтобы не забивать друг друга и свое эго своим эгом не забивать, да. Это к нам пришло только со временем, и больше это, более мудрость, да, чтобы уметь не чувствовать свое эго ущемленным, если ты даешь, допустим, своей второй половине больше ее презентовать и так далее. Раньше это было немножко по-другому, но это по юности, так сказать. Да, понятно, что понимание у нас спустя 15 лет нашего совместного конкурсного танцевания, когда мы вернулись опять пару, не 15, вернулись спустя 10 или 11 лет вместе, уже совершенно другое, потому что мы совершенно другие люди. Мы повзрослели, мы прошли через определенные этапы в жизни, которые были и болезненные, сложные, и, безусловно, когда человек попадает в какие-то такие ситуации, они тебя чему-то учат. Было бы неплохо учиться от того, что жизнь дает, потому что
иначе останешься дураком навечно. Ну, что-то учит, что-то помогает, до чего-то еще не дорос. Еще, дай бог, время есть, дорастут. Поэтому, да, так сказать конкретно, кто легенда будет, куда знаю, может быть, они сейчас там первые в тройке, а закончат танцевать и вообще из танцевального бизнеса уйдут кто-то в бизнес и вообще не будет появляться. Поэтому тяжело сказать. Время покажет. И раз уж мы заговорили про легенд, и у нас тут находится одна очень яркая личность и легенда, хочется вспомнить такой момент, не знаю, может быть, лет 10 назад, когда очень много партнеров было похожих на Славика Крикливых и внешне, и по стилистике, то есть старались копировать. Как вы вообще относитесь к копии такой? Я сам начинал с копирования. Кого? Брайан Вотсон, Ханс Галке, Брайан Вотсон, Луи Ван Амстел, Донни Бернс. То есть я сам на них смотрел и что-то с них сдирал. Брайан Вотсон больше всего. Больше всего. На каком-то этапе это окей, ты пробуешь разные моменты, прежде чем ты найдешь свою какую-то комбинацию. То есть ты селекционируешь, пробуешь, а потом еще и добавляется твое уже я, твои инстинкты раскрываются, ты начинаешь что-то делать более по-своему. И вот рождается твой уникальный стиль, вот смесь, возможно, чего-то, что ты там скопировал, и плюс твое я, и получается какой-то такой микс, который становится твоим уникальным. Но на определенном этапе нужно найти вот это свое я. Если ты продолжаешь постоянно копировать кого-то, то ты артистически неполноценно себя не раскрываешь. И для меня каждый, в принципе, артист после себя должен оставить свое я. Он должен оставить какой-то свою какую-то роспись, свою какую-то уникальность. Хорошая, плохая, люди постоянно говорят, мне это нравится, это не нравится, и бывают категоричны. Но свое я нужно оставить, я считаю, каждый артист. Особенно если этот артист талантлив к этой виду деятельности, чем он занимается. Если у него есть талант, есть расположенность, быть очень музыкальным, хорошо слушать музыку, быть уникальным в движении, очень скоординированным по природе, а не потому, как его отдрессировали. Да? А если, возможно, сам не позволяет задуматься и найти вот этот свой креатив и прислушаться к своему инстинкту, а постоянно просто по шаблону идет по заданной схеме, что он там, может быть, смотрит на какого-то танцора на видео, или постоянно только прислушивается к педагогу и не добавляет ничего своего. Педагоги должны нам помогать и нас направлять, а не диктовать и дрессировать, как зверей в цирке, которые али-оп, ты сделал кувырок именно так, как дрессировщик хочет. Поэтому педагог тоже должен уметь как бы раскрывать и давать какие-то намеки, чтобы потенциал артиста, танцора, взращивать его, чтобы его достать оттуда, давать тоже ему самому подумать, танцору, чтобы он это мог найти, эту возможность достать из себя каким-то образом. Да, безусловно, вспомните там меня ребенком, там моих друзей, которые были рядом. Было поколение такое, когда не было возможности заниматься у великих педагогов. И были только телевизор, видео, какие-то кассеты, поэтому постоянно смотрели видео. Понятно, что мы сдирали все оттуда с видео. Но вот в этом миксе находили что-то от того, что-то от того, что-то от этого, что-то сам привнес и так далее. Получался какой-то микс, а не так просто по шаблону. Поэтому, когда я вижу, когда тупо копируют, например, меня того же или какого-то другого хорошего танцора, и когда это на протяжении многих лет и никогда не меняется, и когда танцор, и ты смотришь, думаешь, потенциал у этого танцора, клевый, он может быть сам уникумом. Но он сам не проявляет интереса, чтобы найти лазейки где-то за пределами. И, возможно, педагог не дает, а только говорит, показывает, делай как я. И все, и шаг вправо, шаг влево нет. Вот только вот так, как я это чувствую, как я это вижу, как я это делаю. Тоже не вариант. Поэтому это вот комбинация танцор, там ребенок, танцор должен искать
и педагог, безусловно, тоже. Это комбинация и того, и другого. Поэтому в наше время порой немножко расстраиваешься, потому что вот такое ощущение, что вот ребята недостаточно голодные, недостаточно сами хотят. Ты начинаешь им впихивать, а оно как бы не впихивается. И они еще, знаете, ну нет, эту кашку я не хочу, ну я и это не хочу, и вообще я ничего не хочу. И когда ты встречаешь, вот, ты думаешь, смотришь, блин, там красивый парень, красивая девушка, понимаешь, что не глупенькие, все в порядке с мозгами, все в порядке, там есть какой-то талант, да, а когда нет вот этого желания, вот этого драйва внутри, ну это клиника, я не знаю, что с этим делать. Допустим, у артистов балета в хореографической школе такого не проходит. Ты или вылетаешь из школы, или на тебя будут орать, или палочка, или как, ну ты сделаешь. Если ты вообще вот клиника не поддаешься ни словам, ни наезду, ни какой-то там, я не знаю, даже может быть чуть-чуть. Если вообще не помогает, то он точно не будет так. Поэтому валить на поколение тоже не вариант, потому что в спорте, или у артистов балета, или у артистов народных там коллективов и так далее, такого нет. У них то же самое поколение, что и у нас. То же самое поколение. Но там вот это безалаберности, вот это отключки, вот этого всего они не допускают. Они просто выгоняют. Они просто тогда не находятся в этом виде деятельности. На их место находят другого просто. Моментально, переключается на другого. Ну раз ты не хочешь, при всем своем таланте, у тебя есть талант, нет желания, до свидания. Все, разговор короткий. А поколение тоже. У нас немножко больше свободы, может быть, потому что такой индивидуальный и чересчур индивидуальный вид танцевального искусства. Но если педагог даже с наездом ничего не может сделать, ну все, не вариант. Если родители не могут помочь, ребенок не помогает, и педагог не может, то какой бы он талантливый ни был, не вариант. Поэтому, мне кажется, в нашем поколении вот этого желания, драйва было больше, возможно, потому что возможностей было меньше. 100%. Жизнь была другая. Все намного быстрее, намного доступнее. Когда все доступно уже... А тогда все новое, давай. Нет, возможно, нету сейчас надобности рыться, добывать информацию. Но все равно даже в этом поколении есть дети, которые, они голодные, они хотят. И неважно, какие финансовые возможности, какое положение семьи, статус и так далее. Есть уникальные дети именно вот с этой точки зрения. Не с точки зрения таланта, а с точки зрения вот этого драйва. Вот это вот для меня такие алмазики, которые, слава богу, что такие есть. И порой подсказываешь ребятам про вот давать мотивацию, объясняешь что-то, а вот здесь просто вот не можешь ты впихнуть. К сожалению, у них нет вот этого мотивации. А если еще не реагируют на твою мотивацию, ну тогда до свидания. Мне очень понравилось, что вы танцоров называете артистами. Это очень здорово. Я первый раз слышу, чтобы именно для меня танцевальное искусство, мы артисты, мы не спортсмены. Я все равно не считаю, что это вид спорта. Я не считаю. Для меня это не вид спорта. Но самое интересное, что бальные танцы, чем они прекрасны, что это может быть social танец, это может быть вид спорта, и это может быть видом танцевального искусства. И в принципе у людей есть право выбора, чего они хотят, на каком уровне танцевать, чего они хотят. У артистов балета social, ну да, может быть, тоже как упражнение кому-то там похудеть. Даже в наше время и такое есть. Но в принципе классический танец это такой для избранных, я бы сказал. Если это не профессионально, это смотрится немного... Это очень смотрится, забавно. Даже не немного. Поэтому для меня это... Ну, на коньках тоже можно. Вот фигурное катание, спорт, естественно, причем олимпийский вид спорта. Но опять, окей, все равно они танцуют на льду. Все равно здесь
окей, может быть, там это 3 тулупа делает, это 4 тулупа. Там через какое-то время люди 5 уже начнут, или уже прыгают. Может, я потерялся? Я тоже потерялся, но 4 точно прыгают. Да, 4 точно, это я знаю. Ну, то есть, понятно, есть какая-то техническая вещь, но и там много проблем, как эти оценки поставить, эти баллы. То есть есть проблемы, потому что это не так, что, ну, в боксе, и тут даже в боксе засуживают. Да. Хотя там, если ты уже нокаутировал, ты уже там, ну, то есть, ну, да, даже там проблемы есть. И в борьбе, там, и в боксе. А о чем говорить у нас? У нас вообще неадекват полный. Как сказать, вот это ты должен лидер. Ты должен быть таким гурманом, профессионалом, чтобы понимать разницу. И то приоритет можно отдать одному или другому. И тоже зависит от дня. Как этот танцует сегодня, как этот танцует сегодня. Или в этом туре, в этом туре. То есть для меня это искусство. Ну и последний такой вопросик. Прошу прощения, мы так долго общаемся. Нужен ли и должен ли быть у танцора кумир? На кого равняться? Ну, в принципе, да, конечно, есть. У меня есть кумиры, Если каждый не секрет. сам. Ну, у меня, знаете, много из разных сфер. У меня Барышников всегда был кумиром, да. У меня Джеки Чан был кумиром. Знаете, Брюс Ли, когда читаешь все эти его высказывания и все, у меня самое вот там учиться акробатике, там фляки крутить, шпагаты делать, махи. Я с Джеки Чаном фильм посмотрел и все, влюбился и сразу начал чудить, да. То есть в нашем стиле, например, и Брайан Уотсон, и Ханс Галки, и Донни Бернс, Луи Ван Амстел в свое время. То есть у меня были свои кумиры, и танцевальные, и из других видов деятельности. Там смотришь этих братьев Николсон, этих чечеточники, просто поразительно, что они творили это в каких-то годах. Разное, я многие вещи смотрю и до сих пор, и мне интересно. Антонио Гадес во фламенко просто уникальный был танцор, хореограф, у него свой театр был, поэтому такие. Вы что посоветовали бы танцорам? Интересоваться не только своей деятельностью, но и шире. И тогда... Развиваться и в первую очередь желание, драйв. Вот этот драйв, энергия к жизни, к развитию, желание что-то сделать. Все недаром говорят, что самое дорогое – это время. Оно-то уходит. И если это время не использовано, свой талант не использовано, самое время ты уже не вернешь. Каждая минута она уже прошла. Если она была без толку использована, то жаль. И очень много хороших ребят из-за этого тонут, пропадают. А потенциал великолепный. И вот когда нет вот этого реального желания, драйва, не в таланте природном, к движению, к музыке, а вот когда есть вот этот талант, когда вот это есть нескончаемое вот желание развиваться, и не только на словах и в мыслях, а в реальности делать. Оторвать свою задницу от дивана и встать на ноги и реально что-то делать. Понятно, что не бездумно, то есть анализировать и контролировать, что ты делаешь, потому что у нас тоже не просто пьяная дискотека, у нас это структурированный, тоже академичная определенная латина, то есть не в чистом виде, она академичная, да? И есть определенные технические каноны и так далее, которые необходимо это делать. И вот поэтому в наше время, к сожалению, люди уходят в спорт, отходя от принципов. Да, вот для людей важна физуха. То есть вот эта энергия, вот эта убедительность, но опять же, добиваясь вот этой физухи в спорте, это все очень грамотно добивается. Люди конкретно понимают, как добиться тех миллисекунд, там, ускорения, чтобы быть это добивается очень научно, разрабатывается, как это развить. Как отдыхать, как питаться, как тренироваться, технические моменты, как это воссоздать. Возьми бокс или борьбу или что, это не просто вот дуй и вперед мочи. То есть там это все грамотно. А у нас порой это немножко бывает просто вот мочи.
Руки-ноги. глаза на лоб, наш уже из орбит вылетают. Ну, мало, давай еще. Куда еще? Зачем еще? Порой это не обговаривается, порой это просто вот давай. Порой, да, некоторых нужно разбудить и 220 в одно место всадить, чтобы немножко проснулся и немножко активировать. А кого-то нужно наоборот, типа чуть-чуть поспокойнее, выдыхай, выдыхай. Музыка, не надо лететь в музыку, слушай внимательно. Там много нюансов. Ладно, я больше вас не буду держать, но я вам говорю громадное спасибо, что все-таки удалось вас выцепить. Я вам жму руку, говорю огромное спасибо. Спасибо, брат. Итак, дорогие друзья, перед вами Евгений и Анна Уразгильдеева. Я вас приветствую. Целоваться не будем. Ну, расскажите, чем вы тут занимались? Вы танцевали, да? Танцевали. Потрясающее событие. Кто вам помогал в этом? Это сам Славик Крикливый и Павел Звучайный. Ну что, это легенды, на которых я равняюсь, по-моему, Славик — это мечта любого танцора, быть похожим на него, и, с детства я мечтал быть похожим на него, и вот он сейчас преподает, это настоящий кайф, реально. Это впервые ты с ним занимаешься или у тебя уже был опыт? Нет, был опыт, но сейчас это стало чаще на стабильной основе, они уже приезжают 3-й раз, вот, и это реально круто, что такая возможность есть. Что-нибудь изменилось в твоем мышлении? Да, они меня направили в нужное русло, в которое, собственно говоря, я и хотел. Ань. Я невероятно рада, что наконец в этот карантинный год, точнее год-то уже 2021, но весь год мы были одни, и наконец приехал Слава, и приехал Паша, и мы очень рады. Мы очень долго ждали таких уроков, и наконец-то они есть у нас. Какие у вас планы? Есть какая-нибудь планочка, есть ли какая-нибудь цель, куда вы хотите прийти? Первое, что хотелось бы, чтобы открылась граница. Хочется за границу, да? В танцевальном плане или не только? В танцевальном плане, конечно, в первую очередь. Ну, не только. Так, Женя поедет танцевать, Аня поедет отдыхать. Ну, не, в первую очередь в танцевальном, конечно. Отдохнуть можно и здесь, в принципе. Да, я согласен. Ждем, когда откроются эти турниры большие, под которые мотивация там уже Особенно одна страна. открывается. Давайте, называйте. Дыхание. Какую страну хотите посетить, какой турнир? Англия? Англия, Blackpool? конечно. Все турниры, UK. которые там. Вот, ну ладно, ребят, я рад, что вас все-таки зацепил тоже. Чужие люди. Спасибо. Знаем вас давно уже тоже. Ладненько, вам успехов. Спасибо. Спасибо. Удачи. И давайте быстренько все отработайте, все, что вы сейчас получили, все информации, все в тело, из головы в тело. Давайте. Все, ребят, не целуемся. Дорогие друзья, Павел Голубев, Никита Евстафьев и Евгений Осмолов. Ну давайте поздороваемся с нашими дорогими зрителями. Привет. И такой вопрос: кто за что отвечает в вашей компании? Кто за финансовую часть? Начнем с этого. За финансовую мы поставили, конечно, Никиту, потому что он... Конечно. Ну, Я человек с образованием, закончил СПб-ГУ, да, вот. Ну, в институте, конечно, Очень ходил, я профессия. тренировался, но просто так сложилось, что, ну, среди нас у меня какая-то такая финансовая мониторинг, финансовая хватка, поэтому, ну, в этом плане более мобильный. У нас, что самое главное в команде, у нас каждый отвечает за то, в чем он силен. Я считаю, что это самое главное. Мы с ребятами уже много раз на это общались, да. И Паша очень у нас общительный, медийный человек, он очень много в это вкладывает. И... Паша за сторис отвечает. Да, Паша, да. И ТикТок. Паша у нас ТикТок, да. Вот. Да, ну понятно, что мы больше латины, Евгений больше стандарт, да. Евгений у нас больше конструктив, да, потому что мы такие достаточно творческие, а Евгений у нас говорит все по факту, все в лоб, да. Это мнение такого человека очень важно, потому что иногда нужно, ну, всех нас нужно иногда и осадить, да, сказать правду в лоб, да. Да, собственно, я даже не знаю, честно сказать. Отвечаю за Говори в лоб. стандарт. Я более, скажем, человек, который вот видит реалии. А ребята, они более такие: давай, все сделаем. Я говорю, давайте четко по бумажке. Ну и, в общем, выходят. Ну, такой у нас тандем, скажем, очень взаимодополняем, классный. скажем так, друг друга все дополняем, подсказы помогаем. Славик Крикливый и Павел Звучайный дважды уже вас посетили. Скажите, планируете вы в дальнейшем
приглашать конкретных людей, титулованных, известных, профессиональных и вообще как можно больше педагогов, или вы хотите вот определенный круг педагогов, который будет у вас постоянно приезжать? Да, я первый начну, скажем так. Не хочется делать Макдональдс, конечно, приглашать там очень много ребят. Вот, мы, в первую очередь, приглашаем педагогов, которые специалисты в своей области, которые могут расширять этот кругозор танцоров, потому что есть танцоры, как скажем, по образованию, по школе начальный уровень, который очень классно кто-то делает классно другие моменты, кто-то программой состоит, кто-то с музыкой, поэтому мы выбираем, что нравится нам, мы советуемся и также спрашиваем у танцоров, что им тоже хочет, что мода, она диктует все равно свои правила. Безусловно, потому что все равно каждый тренер силен в какой-то в своем направлении чуть больше, да, есть там танцевальные школы, ну, механики, да, немножко разные, да, техника-то у всех одна, механика немножко разная, да, вот в латине там Донни Бернс, да, Ханс Галки, ну, они немножко дают не все чуть-чуть по-разному, да, и поэтому хочется, чтобы мы все с разных сторон себя развивали, да, не только вот как наши современные спортивные тенденции диктуют, да, только вперед, ничего не видим, турнир, хочется, чтобы вот эта дорожка была, захватывала как можно больше областей. Я, как обычно, за конструктив. Я считаю, что я ищу педагога, который именно подходит парам, вот, потому что есть масса педагогов очень титулованных, очень крутых, но эти педагоги зачастую не подходят парам, поэтому такой момент тоже очень сложный, поиска именно того педагога, который вот прям то, что нужно, подходит и развивает, и делает сразу эффект, сразу какой-то результат. Вот так. Спасибо. Ну да, это действительно не каждому танцору подходит, и не каждому руководителю подходят приглашенные педагоги. С этим я согласен. Так как аудитория, я думаю, у тебя очень такая, Эдуард, уже большая, и смотрят их в основном люди, кто в теме уже, начинаем так. И мне бы хотелось обратиться вот как раз к тем, кто в теме. Для того, чтобы мы все жили хорошо, нам нужно, чтобы наше направление танцевальное любили. Чтобы действительно люди хотели этим заниматься, а зачастую у нас конкуренция создается не путем лучше, а путем кого-то сказать, что он хуже. То есть не иди туда, там... Вот, поэтому я бы хотел, чтобы мы все развивали себя, свои клубы и давали возможность парам состояться и помогать друг другу. Потому что сейчас время очень сложное. Если мы будем объединяться, вот к чему мы и говорим, Филин, почему? Мы хотим, чтобы танцевальный спорт, он развивался. И мы хотим этому быть, полезным, скажем, помогать. Быть полезным, тогда все и получится. Вот. А дальше, если у людей, у нас будет спортсменов очень много, и танцоров будет много, то и у нас у всех будет много работы. Вот. И все. Наверное, так. Это очень правильные мысли, да, потому что все уже до нас написали на самом деле, да, вот если открыть любые книжки, да, закон рынка — это здоровая конкуренция, но только здоровая. Когда ты развиваешь себя, показываешь качество, и к этому качеству уже все прилепляется, и народ, и расширяются там и залы, и филиалы открываются, это самое главное. Вот, а если сидеть да, и так на одном месте, то подытожим, вот мы очень хотим, чтобы танцы в Питере были действительно самыми лучшими в мире. Мы вот за такую вот историю, чтобы Питер был сильной командой, мощной, вот, дружный, да. Я с этим абсолютно согласен. Действительно, лучше держаться всем вместе. Разлететься все равно все всегда успеют, если надо будет. А вот качественно собраться, это вот сложнее. Поэтому, ладно, на этой приятной ноте я предлагаю поблагодарить наших великолепных людей. Вот, поблагодарить их за эти 5-7 минут общения, за то, что они нам рассказали поподробнее о своих видениях, о своем мнении, как это должно быть. Поэтому всем жму вам руки и говорю вам спасибо. Спасибо.